Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о беспроводных наушниках от компании Roses Elza стоимостью $43. Приходят наушники в очень маленькой коробке с изображением самих наушников на лицевой части и названием этой модели Keramix X, а сзади указаны технические характеристики, и за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм. Они получили сопротивление 32 Ом, имеется наличие Bluetooth версии 5.3 и, конечно, не обошлось без поддержки кодеков LDAC, AAC, MSBC и SBC, и заявлено время воспроизведения целых 50 часов, что очень круто. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники и кейс. Мануал по использованию и настройке наушников. Силиконовые амбушюры. Type-C кабель для зарядки. Сертификат качества с датой производства. Набор пенных амбушюр, которые покупаются отдельно к этим наушникам. Наушники выполнены полностью из пластика и имеют круглую форму, на лицевой части располагается логотип компании и название модели, а именно Keramix. Чуть ниже находится отверстие с белым светодиодным индикатором, а на внутренней части есть контакты для зарядки самих наушников и небольшая маркировка канала, правый и соответственно левый. И есть еще тут одно отверстие для компенсации, чтобы когда вы вставляли наушники в уши, у вас не было эффекта вакуума. Ну, мало ли кто про это не знал. И да, микрофон тут тоже есть, он довольно неплохой. Ну а звуковод тут выполнен из прозрачного пластика и имеет защитную сеточку сверху и неплохо так выделенный бортик для более нормальной фиксации амбушюр здесь. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы звуковод был более длинный. Все-таки амбушюры сюда не все подходят и некоторые держатся довольно плохо. Поэтому тщательно подбирайте амбушюры, чтобы не было утечки басов и была хорошая звукоизоляция и, конечно, комфорт во время прослушивания наушников. Ну и, конечно, тут не обошлось без сенсорного управления. Для того, чтобы переключить на предыдущий трек, необходимо нажать 3 раза на левый наушник. Переключить на следующий трек необходимо нажать 3 раза уже на правый наушник. А увеличение громкости — это одно нажатие на правый наушник, а уменьшение — одно нажатие на левый. Пауза и воспроизведение — это 2 нажатия на любой наушник. А чтобы активировать игровой режим с низкой задержкой, необходимо нажать 4 раза именно на левый наушник. А чтобы поменять режим шумоподавления, необходимо нажать и удерживать наушник не менее 3 секунд. Ну и чтобы вызвать голосовой помощник, необходимо 3 раза нажать на правый наушник. В общем, по управлению тут все понятно и реализовано довольно удобно. Но мой совет: лучше все-таки скачайте официальное приложение Rose Link на ваш смартфон, хоть с Play Market, хоть с App Store, и тут уже можно будет более точно настроить наушники, подключившись к ним по Bluetooth, и нам станут доступны 3 пресета эквалайзера, несколько режимов шумоподавления, можно выбрать аудиокодек, включить использование наушников с 2 девайсами сразу, можно поменять управление наушниками, сделав его более удобным для вас, и обновить прошивку, и, конечно, можно отслеживать полностью заряд батареи наушников. Из-за приложения однозначно от меня респект. Все удобно и продумано, вот бы еще сюда русский язык добавили, и было бы вообще прекрасно. А кейс для зарядки наушников тут очень гладкий, небольшой и имеет только один светодиодный индикатор состояния заряда, разъем Type-C снизу для зарядки и кнопку сброса. Внутри кейса эти наушники хорошо удерживаются при помощи магнитов, поэтому можете не волноваться, что наушники у вас вывалятся при открытии крышки кейса. Магниты, кстати, крышку держат тут довольно неплохо. В целом все нормально. Но приобрести эти наушники вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Roses Elza по очень приятной цене, и также их можно приобрести на официальном сайте компании, и здесь же можно будет дополнительно ознакомиться со всей информацией по этому продукту более подробно. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат беспроводные наушники Keramix X. Вот так выглядят и графики, частотные характеристики при использовании разных пресетов эквалайзера, а их доступно всего 3. И как по мне, лучший звук они выдают при использовании пресета Hi-Fi, так как с ним мы получаем почти ровно 10 дБ усиления низких частот.
почти четко по моему таргету, небольшое ослабление на нижней середине и более такой акцентированный пик на верхней середине, который немного смещен в левую сторону. Ну а высокие частоты для динамических наушников и уж тем более беспроводных тут имеют очень даже такое хорошее расширение с небольшими расставленными акцентами и небольшими ямками для того, чтобы немного смягчить звучание. И только лишь уже после 15 кГц они плавно затухают. В общем, протянули их насколько могли. Теперь давайте разберем звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в этих наушниках представлены как довольно мощные, саббас имеет достаточно глубокий выраженный гул и хорошую такую объемность в композициях с более выделенными низкими частотами, особенно в музыкальных жанрах как хип-хоп и электроника, и при этом басы в этих наушниках достаточно четкие и чистые по воспроизведению, с хорошей такой прозрачностью и текстурностью и с очень даже ударным и точно не вялым на атаку мидбасом. Контроль низких частот выполнен довольно хорошо, то есть бас не залезает на средний диапазон, это не басхедные наушники, и остается четко абстрагированным, никак не мешая раскрытию вокальной части. То есть все тут выполнено грамотно и правильно с точки зрения подхода к тюнингу низких частот. А область средних частот тут подается точно не скучно и как-то сухо, так как это более энергичные, драйвовые по подаче наушники с небольшой такой легкостью в нижней серединке, но с очень адекватной прозрачностью и количеством воздуха, чтобы инструменты звучали более раздельно и чтобы у вас совершенно не было ощущения какой-то зажатости или скомканности звуковой сцены, но и при этом вокал тут оставался более воздушным, ясным и разборчивым, без какой-либо глухоты или излишней назойливости, которую, кстати, хорошенько так прибирает ослабление нижней середины. То есть в целом эти наушники реально хорошо передают серединку, и отмечу, что вокал и различные акустические инструменты звучат по построению будто прям вот рядом с вами, то есть довольно близко по расположению в пространстве. И знаю, что вот такая вот подача как раз таки многим нравится. Да и в акустических композициях на удивление слышно даже самые мелкие детали, вроде легкого звона струн или небольших призвуков клавиш, так как именно это придает как раз многим записям при прослушивании ощущение живости и более глубокого восприятия композиции. И особенно приятно, что серединка-то здесь не перегружена, то есть звук на выходе тут более естественный и довольно теплый по восприятию и без какой-либо агрессии и вычурности, и конечно кривого тембра. Детали не теряются, и самое главное, что каждый инструмент остается четко локализованным в пространстве, то есть нету тут ощущения, что наушники специально что-то нам отдаляют или раздвигают. Нет, они наоборот стараются вам отрисовать все слои, все звуки максимально достоверно в рамках их возможностей. А высокие частоты в этих наушниках ощущаются как чистые и при этом крайне прозрачные. Есть небольшое у меня ощущение, что тут наушники словно добавляют такого бриллианса воздуха каждому инструменту. И лично меня радует, что верха тут на выходе передаются без какой-либо резкости и излишней светлости, что особенно уже приятно при длительном прослушивании, так как звук не утомляет, а остается при этом крайне техничным и детальным, что можно не только расслабиться вечером и отдохнуть их, прослушивая после работы, например, но и при этом даже поразбирать различные композиции можно, так как аналитическая способность здесь находится на хорошем уровне. Да, может не на гиперхирургическом, как у топовых гибридных внутриканальных наушников, но тем не менее для их небольшой стоимости и учитывая, что это беспроводные наушники, то тут все очень даже хорошо в этом плане. Ну и звуковая сцена в этих наушниках, на удивление, достаточно широкая, с ощущением глубины, звуки не ограничиваются пространством между ушами, а словно распространяются вокруг, добавляя музыке объем. В живых записях или многослойных треках это особенно заметно, так как сцена передает расположение инструментов и общую атмосферу записи. А вывод у меня получился таков. Roses Elza Keramix X — это отличные бюджетные беспроводные наушники, которые обладают поддержкой современных
музыкальных кодеков, имеет защиту от попадания воды, сенсорное управление, отличное приложение и самое главное, хорошее и сбалансированное звучание с текстурным и ударным басом, энергичной и прозрачной серединкой и очень детальными высокими частотами. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius, всем удачи и пока!